Шокирующие новости. В Москве на самом высоком уровне обнаружен шпион, работавший на иностранные разведки. По приказу кураторов внедренный агент работал на уничтожение России, снижение ее влияния и дестабилизацию обстановки в регионе. Шпионом оказался... Мы с вами много раз говорили о конспирологических теориях, которые транслирует российская власть и пропаганда, которые озвучивали Путин, Патрушев, Шойгу, Бастрыкин, Соловьев и прочее. И вот сидим мы как-то в редакции и думаем, а не собрать ли нам все это воедино и, не посмотреть, что же это за коварные планы воображаемых врагов России, о которых нам рассказывают все эти люди. Собрали мы, значит, все это дело, посмотрели, и как увидели... Мы залезли в самые темные углы интернета, читали план Даллеса, доктрину Бжезинского, изучили заявления Киссинджера и так называемые секретные доклады ЦРУ. План Олбрайт, хьюстонские и гарвардские проекты, теория золотого миллиарда и тайные протоколы Бильденбергского клуба. Мы не пропустили ничего. После этого мы систематизировали все зловещие цели воображаемых врагов России. И теперь можем ответственно заявить: там все правда. Так и есть. Действительно. План был, и кто-то его реализовывал. Мы увидели, как агент, внедренный шаг за шагом, делал с нашей страной ровно то, о чем уже 20-30 лет назад предупреждали те, кого мы считали городскими сумасшедшими. Цели, приписываемые врагам России, можно разделить на 3 большие группы. Первая, самая большая. Если эти цели реализуются, то Россия станет экономически слабой, изолированной от мира и потеряет внутреннюю устойчивость. Для этого нужно первым делом сломать институты управления, систему сдержек и противовесов, нарушить обратную связь от общества к власти. Вот, например, что об этом сказано в плане Даллеса. Незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Это явно получилось сделать. Внедренная в только было вставшую на путь демократического развития Россию шпионская группа первым делом атакует свободные СМИ, проводит захват НТВ, а дальше начинается кропотливая работа по переустройству государства, выстраиванию вертикали. Независимый суд уничтожается, становясь инструментом коррупции и политических репрессий. В несколько этапов ломается избирательная система, начинается отмены выборов губернаторов, затем правила меняются так, чтобы кто надо выигрывал, а кто не надо даже, чтобы кандидатом стать не смог. По ходу всего этого действия наблюдатели решаются возможности наблюдать, система адаптируется к фальсификациям, появляется электронное голосование, и ограничение сроков на президентство снимается. Парламент из места для дискуссии превращается в бешеный принтер на ручном управлении, где плюс-минус любое решение разной степени вредительства можно провести за день. Ликвидируется автономия регионов. Все ровно в соответствии с планом Даллеса. Главным инструментом, на котором держится вертикаль, становится коррупция. В результате образуется система, которая держится на одном единственном человеке, которая уязвима просто по определению, ведь однажды этого человека не станет. Но с другой стороны, если человек этот направлен на то, чтобы выполнять замысел по ослаблению России, то его ничего теперь не остановит. На всякий случай, ко всему прочему, эта система постоянно генерирует неэффективность, стимулирует отрицательный отбор, культивирует лояльность вместо компетентности. И выглядит это как тщательная подготовка к управляемому коллапсу. Но деконструкции системы управления для запланированного коллапса мало. Нужно еще что-то сделать с экономикой России. Она после развала СССР и либеральных реформ как-то слишком быстро пошла расти, чего совершенно в планы геополитических врагов России, направивших шпионскую группу, не входило. Надо было как-то так извернуться, чтобы России не пошли на пользу ни бесконечные деньги от продажи нефти, ни образованное население, ни огромные запасы ресурсов. Но при этом, чтобы ресурсы эти спокойно можно было из нее экстрактировать. Но деньги непременно, чтобы приезжали потом обратно в западные страны, или каким-то другим образом сжигались, не идя на пользу. Для начала нужно было все силы бросить на сохранение сырьевой модели экономики. Например, вбухивать деньги в строительство разных труб. Сила Сибири, Северный поток-2, и не морочиться насущными вопросами о какой-нибудь там окупаемости. Необходимость строительства таких неокупаемых труб можно объяснить геополитическими нуждами. Мол, мы через них будем контролировать Запад.
Обязательно нужно как можно сильнее нарастить государственное участие в экономике. Это увеличивает неэффективность, ровно то, что нужно вражескому агенту. Но лучше всего подойти к проблеме системно и ограничить торговлю. Например, подвести страну под санкции, чтобы сразу отсечь иностранные инвестиции, чтобы стали недоступны технологии, ну и чтобы торговать через границу стало сложнее. Словом, миссис Олбрайт, звоните в Кремль, пусть придумают, как им нас разозлить. И тут Россия прекрасно справилась, наложив руки на Hermitage Capital, крупнейшего частного инвестора в России, ну а в ответ получила закон Магнитского. Российская экономика очень адаптивная, но с таким планом есть все шансы в итоге как минимум затормозить быстрый экономический рост. Параллельно нужно заниматься разрушением науки и образования. Для начала можно начать финансировать эти сферы по остаточному принципу, сделать профессии в них непрестижными, провести оптимизацию и закрыть сельские и малокомплектные школы, нагрузить педагогов и ученых отчетами, чтобы у первых не оставалось времени на учеников, а у вторых на исследования. В школах и вузах нужно ввести принудительное патриотическое воспитание, заполнить образование идеологией и следить, чтобы молодежь видела, взрослые все время врут, говорят одно, а делают другое, думают при этом третье, чтобы подростки делали выводы и росли циниками. Конспирологические теории прямо называют такой подход растлением молодежи, и он принципиален. Ведь таким образом можно вырастить аполитичное поколение, которое спокойно будет принимать все, что делают с его страной. Еще очень желательно как следует взяться за культуру. План Даллеса рекомендует: из искусства и литературы мы постепенно вытравим ее социальную сущность. Для этого нужно запрещать книги и песни, сажать за спектакли, проследить, чтобы все художники говорили максимально нейтрально и либо одобряли действия государства, либо просто не обращали на него внимания. Но главное, не критиковали ни в коем случае. А те, кто критикует, должны замолчать или уехать. Если все это проделывать, кто-то, конечно, обязательно возразит. Появятся несогласные и потребуют прекратить безобразие. Убрать шпионскую группу из руководства. Тогда их нужно будет объявить врагами. Можно сумасшедшими, можно экстремистами, а желательно прям буквально вражескими агентами. Их самих назвать. Ну, чтобы никто о настоящих агентах не думал. Если все это успешно провернуть, нужно будет переходить к следующему этапу. Нужно будет развязать конфликт. Очень многие, уехавшие за границу, вынуждены менять профессию. Из реставратора переучиться на татуировщика, из сотрудника таможни на массажиста. А если вы в европейской стране, то наверняка знаете, как сложно там устроиться на работу, даже неквалифицированную, особенно без знания языка. Но IT-специалистов там, как и в США, ищут постоянно. Нужны те, кто знает английский и имеет практический опыт. Таких специалистов, соответствующих требованиям индустрии, готовит международная школа АИТ. И делает это успешно уже 30 лет. У них есть лицензия в Германии и США, 4 офиса в разных странах. Команда АИТ регулярно проводит анализ рынка и знает, какие специалисты сейчас наиболее востребованы. Сейчас, например, нужны многофункциональные профессионалы, которые смогут и продукт протестировать, и продвигать его, работать с ИИ, разобраться в веб-технологиях. На курсе АИТ вы все это освоите. 4 профессии сразу. Вас ждет 12 месяцев учебы, практических занятий и живых лекций, не просто в записи. Это 1920 академических часов, за которые вы под руководством действующих разработчиков, аналитиков и инженеров овладеете теорией и потренируетесь на реальных кейсах от NASA, SpaceX и других компаний. А еще попрактикуйте английский. Вы получите доступ к системе американского общего образования и сможете подтянуть знания по математике и языку, необходимые для профессии. Плюс будете практиковать английский на реальных задачах, что подготовит вас к работе в международных компаниях. По окончанию курса вы получите американский диплом и немецкий сертификат. Также у вас будет возможность пройти практику в компаниях-партнерах, а карьерный центр поможет вам грамотно оформить резюме и подготовиться к собеседованию. Записывайтесь на бесплатную консультацию с экспертом школы по ссылке в описании, чтобы получить подробную информацию о школе и программе. А если назовете на консультации промокод CATS, то получите скидку на курс в 25%. Поспешите, предложение действует до 27 июня включительно. Дальше надо разбираться с глобальной проблемой постсоветского устройства нашего региона. Он слишком интегрирован. Все знают русский язык, ездят друг к другу без виз,
Наблюдается свобода торговли, перемещение людей, идей, товаров и капиталов. При этом все шибко больно образованные, особенно в математике. Только из нищеты вылезли и сразу пошли сооружать всякие Яндексы и ВКонтакте, которые одним махом поубивали западные аналоги на своем рынке, так еще и на соседние стали выходить. Все это угрожает появлением в мире нового масштабного центра силы. СССР, конечно, развалился, но связи-то остались. Везде формируется рыночная экономика, инвестиции текут рекой. Словом, потенциал у региона громадный, а центр у него получается в Москве. Оставлять-то это так нельзя, надо ломать. Как? Нужно сделать так, чтобы переругались две постсоветские страны с самым большим населением и самыми сильными культурными связями – Россия и Украина. Нужен большой конфликт. План Даллеса прямо рекомендует вражду народов. Доктрина Бжезинского прямо настаивает на войне именно с Украиной. Хьюстонский и гарвардский проекты тоже говорят, что рассорить Россию с другими странами – отличный план. С помощью локальных войн можно подорвать военную мощь страны, обнажить слабые стороны российской обороны, а если повезет, так и вообще оставить нашу страну без армии. А там как пойдет, вдруг и вовсе разоружить выйдет. Словом, война с соседом – ключ ко всем злодейским планам против России. И вот, ровно в соответствии с планами, шпионская группа решила вмешаться в выборные дела Украины и поддержать там своего кандидата. А когда его прогнали, начала прямую военную интервенцию. Дело пошло не сразу, но к 2022 году удалось таки втянуть Россию в полноценную войну с Украиной. Война мобилизовала Россию, заставила ее использовать все ресурсы – военные, экономические, человеческие, принудила отказаться от развития и вложиться в самоуничтожение и уничтожение соседней страны. Зетвоенкоры придумали жуткое словечко, чтобы говорить об уничтожении людей в штурмах – стачивание живой силы. Эта война по-настоящему стачивает что Россию, что Украину. И чем дольше она идет, тем ближе мы к третьему, финальному этапу злодейского плана воображаемых врагов нашей страны. Если принять на веру, что существует один из заговоров, которые описываются в конспирологических теориях, то прогресс-бар мы находимся здесь. А что дальше? Дальше финальные цели коварных русофобов, ради чего все и затевалось. Тут в конспирологических сюжетах наблюдается некоторый разнобой, но в целом все говорят об одном. Россия вместо лидирующей роли в большом и важном регионе должна стать ни на что не способной страной, раздираемой внутренними и внешними конфликтами, мировая роль которой сводится к тому, чтобы вынимать из земли ресурсы и продавать их, взамен получая деньги, которые нужно тем или иным образом сжигать. Хоть дворцы строить, хоть танки. Лишь бы ни школы и университеты, ни больницы, ни дороги, ни поезда и ни другую инфраструктуру для успеха в современном мире. Маргарет Тэтчер, Бжезинскому и еще как минимум нескольким персонажам приписывают высказывания. Для обслуживания трубы достаточно 15 миллионов, остальные избыточны. В таких сюжетах говорится о долгой изматывающей войне, о радикальном сокращении населения, о межнациональной розни, о распаде России на несколько слабых государств. Финальная цель таких теорий – свободный доступ для врагов России к ее ресурсам и территориям. И чтобы сама расчлененная Россия перестала быть соперником и геополитической угрозой Западу или Китаю. С одной стороны, пока до такого вроде не докатились. С другой, нельзя не признать. За последние несколько лет внедрившаяся в управление страной группа агентов с маниакальным увлечением сокращает население. Губит и калечит на войне своих и чужих. А граждане все это видят и детей рожать не торопятся. В результате смертность растет, рождаемость падает. Росстат недавно опубликовал прогноз демографического развития России на 20 лет. Базовый сценарий – население нашей страны сократится за это время на 8 миллионов человек. Тут отдельно скажем про доступ к территориям и ресурсам. Этот фетиш конспирологов, который изображается как награда за успешный развал России, на самом деле доступен всем, кто хочет принять участие. Россия долгие годы продавала нефть, газ и другие ископаемые, привлекала западные инвестиции для новых разработок. И даже сейчас, в разгар войны и санкций, предложила США заняться совместной добычей ресурсов, хоть редкоземов, хоть чего угодно еще. Это прям такой сомнительный пункт, потому что непонятно, какой от него вред России. Ну раз уж он есть у конспирологов, тоже поставим галочку. Сделано. Когда мы начинали это исследование, мы хотели сделать шуточный ролик на 1 апреля. Но когда мы его сделали, оказалось, что не до шуток тут.
Надо повнимательнее изучить публикуемые сейчас документы времен Буша-старшего и подождать документов времен Билла Клинтона. Жаль, в Китае документов не публикуют. До завтра.